Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет, как мелодия. Вы не поверите, но когда я впервые услышал R.E.M., у меня перед глазами был именно серый, промозглый, но какой-то уютно-меланхоличный Питер. Хотя я тогда еще там не бывал. А когда ребят из группы спросили, почему они выбрали для группы именно такое название, они просто ответили: «Мы очень любим точки». Ну, это, конечно, отмазка для журналистов, которые достали с вопросом про аббревиатуру. Но точка, она ведь что делает? Останавливает предложение, но не мысль. Вот и наши герои поставили точку в 2011-м, а мысли их все еще бродят по эфиру. Пытаться выяснять причины успеха – дело неблагодарное. Они не новаторы, не революционеры и не гуру. У них не так уж много совершенных альбомов, их музыка кажется простой, но ее нельзя назвать незамысловатой. Они даже не всегда играют рок, на что уже давно никто не обращает внимания. Их грусть никогда не смешивается с депрессией, даже в самых темных песнях звучит надежда. Так что просто включите погромче колонки, пусть дождь за окном смешается с гитарным перебором Питера Бака, а я, как старый радиопират, скажу только одно: спасибо, что вы еще слушаете R.E.M. в эфире. Представьте себе январь 80-го года, американский городок Афины, штат Джорджия, магазин пластинок, где работает некий Питер Бак. И тут заходит молодой человек по имени Майкл Стайп. И что вы думаете? Выясняется, что у них вкусы совершенно одинаковые. Панк-рок и протопанк, всякий Патти Смит, Television и, конечно, Velvet Underground. Стайп потом вспоминал: так получилось, что я скупал все пластинки, которые Бак откладывал для себя лично. И через общую знакомую они знакомятся с двумя другими студентами университета Джорджии, Биллом Берри и Майком Милзом. Те еще со школы играли вместе. Вчетвером они решили побацать несколько песен. Стайп потом скажет: никакого великого плана за всем этим не стояло. Милс вспоминает: помню нашу первую репетицию, у нас с Биллом оставался кое-какой материал из нашей мейконовской группы. Показали Питеру и Майклу, а они в первый же вечер вывели это куда-то совсем не туда, куда я ожидал. Я подумал: а меня это устраивает. Я понял, эти парни привносят что-то новенькое. И первое выступление 5 апреля 80-го года. Играли на дне рождения все той же знакомой. Сыграли пополам свои песни и каверы 70-х. А как назваться? Перебирали варианты: банки с мочой, негритянские глаза, искореженные воздушные змеи. Ну и остановились на R.E.M. Говорят, что Стайп просто ткнул пальцем в словарь. Кто ж не знает, что REM — это Rapid Eye Movement, фаза быстрого сна, когда мы видим сны. Но, как рассказал исследователь сна Рафаэль Пелайо, его коллега Уильям Демент, тот самый, кто придумал термин REM, связался с группой, и ему ответили, что группа названа не в честь этого термина. А один местный музыкальный оракул по имени Уильям Орт Карлтон утверждал, что аббревиатура отсылает фотографу Ральфу Юджину Мидьерду, а он свои снимки подписывал R.E.M. О том, кстати, Стайп часто расспрашивал. Так или иначе, наши герои бросили учебу и целиком ушли в группу. Успех пришел быстро, по крайней мере в местном городе и окрестностях. Народ на концерты валил все больше, чем, между прочим, вызывал некоторую зависть на местной сцене. 1,5 года они колесили по югу США. Турне было, скажем так, не для слабонервных. Никакого тогда туристического контура для альтернативного рока не существовало. Мы придумывали все на ходу, говорит Милс. Кто хотел такую музыку? Владельцы баров, пиццерий, кофеин, гей-баров, байкерских баров. Те находили место. Это было так здорово. Ездили в старом синем фургоне и жили на $2 в день на еду. Апрель 81-го.
Ребята записывают первый сингл Radio Free Europe. Сначала распространяли как четырехдорожечное демо для клубов, лейблов и журналов. Официальный сингл вышел лишь в июле 81-го на местном независимом лейбле Hip Tone. Первый тираж 1000 копий, 600 из них промо. И мигом разошелся. Допечатали еще 6000. Так велик был спрос, хотя на первом тираже забыли указать контакты лейбла. И что характерно, даже при таком ограниченном тираже сингл получил восторженные отзывы, а газета New York Times включила его в десятку лучших синглов года. В октябре они уже записывают мини-альбом. Собирались выпустить на новом инди-лейбле Dust Hopes, но лейбл IRS Records раздобыл демо тех самых первых сессий, которые ходила по рукам уже несколько месяцев, и они подписали контракт, и в августе выпустили Chronic Town как свою первую американскую пластинку. Британский NME дал положительную рецензию, хвалил ауру таинственности и заключил: R.E.M. звучат подлинно, и здорово слышать нечто столь естественное и в то же время хитроумное. Вот так-то, друзья. Итак, лейбл IRS сначала решил свести ребят с продюсером Стивеном Хейгом для записи дебютного альбома. Хейг, как вы понимаете, был перфекционист технический, парень серьезный, но нашим героям это не понравилось. Слишком гладко, не их это. И они попросили лейбл отпустить их обратно к Митчу Истеру, парню, который записывал их первый альбом. Лейбл говорит: ладно, давайте пробную сессию. Поехали наши опять в Северную Каролину, записали Pilgrim Mac с Истером и его партнером Доном Диксоном. Продюсеры услышали и разрешили делать весь альбом с ними. И вот тут начинается самое интересное. После того кошмара с Хейгом группа записывала альбом методом от противного. Никаких рок-клише, никаких гитарных соло, никаких тогдашних синтезаторов. Чтобы звучало, знаете, вне времени. И вышел альбом в 83 году. И что вы думаете? Rolling Stone объявляет его альбомом года. И доходит он аж до 36-го места в Billboard. Во время записи квартет поставил перед собой задачу максимально свести на нет все влияния. И хотя гитарные партии Биттербака все же слегка отдавали The Byrds, группа была достаточно индивидуальна, чтобы выделяться в общей массе современников. В начале 80-х большинство коллективов было или намеренно не мелодичное, типа хардкор и индастриал, или чрезмерно претенциозно, синти-поп, или совершенно безлико, аор. Теперь этот диск часто называют вестником перемен чуть ли не во всей американской музыке. Если сейчас этот альбом считается чем-то революционным, это очень лестно для нас, замечает Майкл Стайп. Но, честно говоря, то, что мы делали тогда, выглядело не очень по-революционному. Мы просто развлекались и производили чертовски много шума. Но при всей этой похвале продалось всего около 200 тысяч экземпляров. Джей Боберг из IRS говорит, что ожидали большего. И относительный успех альбома в жизни группы практически ничего не изменил. Зарабатывая по $200 в месяц, тогда все силы уходили на то, чтобы выжить, вспоминает Питер Бак. Я совсем не помню, как я что-либо ел тогда, хотя должен был. Помню, много пил, помню, что что-то еще происходило. Я думаю, с 80 по 86 годы мы в основном перехватывали что-то в закусочных. Гастроли становились бесконечными. Песни для нового альбома, который получил название «Reckoning», группа сочиняла на саундчеках, а на саму запись потратила всего 16 дней. Позже Питер Бак будет вспоминать, что они хотели как-то выразить свое тогдашнее состояние, порожденное бесконечной дорогой, одиночество, тоску по дому, отмирание всех связей. И октябрь 83-го. Первое национальное телевидение Late Night with David Letterman. Играет Radio Free Europe и какую-то новую безымянную песню. Потом она получит название Soul Central Rain.
и станет первым синглом со второго альбома. Опять с Истером и Диксоном. Альбом «Восторг критиков». NME пишет, R.E.M. одна из самых прекрасных, захватывающих групп на планете. В Америке добрались до 27-го места, что для колледж-рок-группы было невероятно высоко, а вот в Британии всего лишь 91-е. И эфира мало, и дистрибьюция хромает. Третий альбом Fables of the Reconstruction. В названии подразумевается реконструкция Юга после гражданской войны в США. Тут поворот руля. Вместо Диксона и Истера выбирают Джо Бойда, который работал с Fairport Convention и Ником Дрейком. Едут в Лондон. И тут, дорогие мои, начинается полный мрак. Сессии оказались неожиданно трудными. Холодная зима... Холодная зимняя погода, еда, по их мнению, отвратительная, группа на грани распада. И вся эта тоска пропитала альбом. Стайп начинает сочинять сюжеты в духе южной готики. Старики у костра передают легенды и басни внукам. Все песни были сочинены в 7-дневный период между Рождеством и Новым годом. И летом 85-го тур по Канаде, осенью Европа. А потом играют в Бохуме для телешоу Rock Palace. Стайп к тому времени выкрасил волосы в белый цвет, такой блондинчик, представляете? Пригласили в тур по Америке панк-группу Minutemen на разогрев. А в декабре после тура водитель Minutemen погибает в автокатастрофе. Группа устраивает благотворительный концерт в помощь его семье. Ну а сам альбом в Европе провалился. Критики приняли его в штыки, мрачно, записано плохо, синглы опять игнорируют по радио. А IRS уже начинает злиться на нежелание группы добиваться мейнстримового успеха. R.E.M. понимали, что так дальше продолжать нельзя, и решили, что следующая работа должна стать энергичнее, тяжелее по звучанию, как можно сильнее отличаться от предыдущей работы. Поэтому следующим продюсером группы стал Джон Гиммон, который до этого в основном работал с так называемым радиоформатом. Это не значит, что квартет вдруг собрался покорять радиоэфир, просто выбрал один из способов двигаться дальше. Джон заставил группу почистить звук, а Стайпа четче выговаривать слова. Вокал был камнем преткновения между певцом и продюсером. Гиммон довольно жестко пытался изменить манеру пения Стайпа, в чем и преуспел настолько, что Майклу потребовался довольно длительный период времени, чтобы сначала начать узнавать себя на слух. В результате реформации Life's Rich Pagan стал самым прямолинейным альбомом группы на тот момент и, наконец-то, к радости продюсеров, получил золото. Руководители лейбла прекрасно понимали, что до уровня мировых звезд группе один небольшой шаг, и укоряли музыканта за то, что они этот шаг сделать не торопятся. Глава компании Майлз Коупленд говорил Питеру Баку: «Приятель, вы можете быть популярны как Полис, и иметь собственные яхты и виллы во Франции». На что Бак отвечал: «Понимаешь, я не люблю яхты, и чихать я хотел на вашу Францию». Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным? Добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи.
И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. На записи очередного альбома ребята снова поменяли продюсера. На этот раз им стал Скотт Лид, который будет работать и с Нирвана, а у них задержится до 96-го года. Альбом «Документ» стал логическим продолжением своего предшественника. Такой же мощный, местами ютуобразный звук, та же экспрессия и еще больший размах. Песня «Disturbance at the Heron House» — прекрасный пример того, как камерное звучание легко трансформируется в студийное. А «East End of the World as We Know It» — реминисценция песни «Hard Rain» Боба Дилана. Альбом в итоге попадает в первую десятку в США и входит в топ-40 в Британии почти сразу после выхода, и на волне легко прогнозируемого успеха сингла «The One I Love» становится платиновым. И к январю 88-го первый миллион продаж. А немного раньше, в декабре 87-го, Rolling Stones помещают их на обложку с заголовком «Лучшая рок-н-ролльная группа Америки». Вот так, мои хорошие. Кстати, тогда же на песню «Конец света» «А мне хорошо» был снят невероятно простой и дешевый видеоклип, который, впрочем, можно считать классикой того самого простого и дешевого жанра. А в 20-м, лишь только разрослась пандемия коронавируса, количество скачиваний этой песни выросло настолько, что сингл снова оказался в американской первой сотне. Припев ее действительно актуален до сих пор. Это конец мира, каким мы его знаем. И мне хорошо. И осталось время побыть наедине. И мне хорошо. А что касается СССР, туда песня проникла очень скоро. На пике популярности в 1988 году ее включили в благотворительный сборник Greenpeace Breakthrough, который разошелся по Советскому Союзу в грандиозных количествах. Так что она стала одной из тех вещей, под которые с шумом и треском разваливался коммунизм. Действительно, конец мира, каким мы его знали. Ну что, дорогие мои, наша история продолжается, и тут, как говорится, на сцену выходят большие деньги. Группе порядком надоело, что их пластинки за границей распространяют кое-как спустя рукава. Контракт с IRS истек, и наши герои ушли на Major Warner Brothers. Другие лейблы предлагали больше денег, но Warner Brothers пообещали полную творческую свободу. Ну, как бы то ни было, IRS не растерялся, выпустил в 1988 году сборник лучших песен, сами участники даже помогали отбирать материал. И надо же, еще и заработали на старых записях. Ну, а первый альбом на Warner, Green, записывали в Мемфисе, штат Теннесси. Там они начали экспериментировать со звуком. Тут вам и бодрый первый сингл «Stand», хит в Америке, между прочим, и политические вещи. Orange Crush про войну во Вьетнаме, World Leader Pretend про холодную войну. Альбом разошелся тиражом аж 4 миллиона копий по всему миру. Тур в поддержку альбома самый масштабный и визуально насыщенный на тот момент. Там и проекции, и арт-фильмы на сцене. А после тура группа взяла первый в своей карьере продолжительный отпуск. Целый год. В середине 90-го группа снова собралась вместе записывать 7-й альбом Out of Time. Тут они
откатились в сторону нестандартных инструментов. Мандолина, орган, акустическая гитара. Все это появилось сразу в процессе сочинения, а не в виде наложенных потом партий. Март 91-го. Альбом впервые в их карьере возглавляет чарты и в США, и в Великобритании. Только в Америке было продано почти 4,5 миллионов копий, а к 96 году по всему миру около 12 миллионов. Первый сингл Losing My Religion стал мировым хитом. Его крутили на радио, на MTV, куда ни плюнь. В Америке он добрался до 4-го места в Billboard. Это высшее достижение группы. Милс скажет потом: за всю нашу карьеру было очень мало событий, которые меняли жизнь, потому что все происходило постепенно. Если бы наш первый альбом разошелся тиражом в 10 миллионов, сомневаюсь, что кто-то из нас остался бы в живых. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что на самом деле Майкл Стайп написал свой текст вовсе не о безверии или разногласиях с Богом. По его словам, Losing My Religion — классическая песня о любовной одержимости, подобная песне все той же группы Police. А название песни использовано вовсе не в буквальном смысле. Дело в том, что на диалекте Юга Америки Losing My Religion значит нечто вроде «я теряю терпение». Так говорят на юге, когда решаются положить конец чему-либо или находиться на грани того. В песне герой имеет в виду свою безнадежную любовь. Хотя авторами этой песни названы все члены группы, известно, что ее основой послужил риф, который гитарист группы Питер Бак сочинил, когда тренировался играть на мандолине. Во время студийной записи Стайп так удачно исполнил Losing My Religion с первого раза, что больше дублей не потребовалось. Несмотря на то, что песня стала основным синглом альбома, поначалу никто не ожидал такого успеха. Сингл слабо ротировался на радио, а видео вызывало критику на MTV. Сейчас это кажется странным, ведь этот клип до сих пор является образчиком клипмейкерского искусства. Группа Агата Кристи говорила, что снимала свой клип как на войне, находясь под впечатлением данного ролика. Режиссером был Синг Тарсон, и, как это часто бывает с клипами, обыграл не любовную, а религиозную сторону, заложенную в названии. Тарсон утверждал, что на эстетику его видео прежде всего повлияли фильмы Тарковского и картины Караваджо. Недаром в клипе так много картинных поз и сцен. Также считается, что на сюжет клипа оказал влияние рассказ Габриэля Гарсии Маркеса «Старик с большими крыльями», об упавшем на землю ангеле, которого показывают за деньги на потеху толпе. Это количество ассоциаций не исчерпывается. Лично мне казалось, что «Старик с крыльями» отсылает зрителя к Дедалу, тому самому, что смастерил крылья и своему непослушному сыну Икару. Недаром в клипе фигурируют два ангела, старый и молодой. Сцена же, когда человек тычет ангелу пальцем в дырку под ребрами, прямая отсылка к картине Караваджо «Уверение апостола Фомы». На ней изображался евангельский эпизод, когда воскресший Христос предлагает Фоме неверующему убедиться в реальности воскресения. Ну а протянутая с неба рука молодого ангела сразу заставляет вспомнить длань Господню, протянутую Адаму на картине Микеланджело. Есть в клипе и мальчик, проткнутый стрелами, отсылка к святому мученику Себастьяну, у которого за преданность христианской вере император Диоклетиан приказал расстрелять из луков. Ну что ж, немного отдохнули и в студию записывать следующий альбом. В конце 92-го выходит Automatic for the People. Забавно, но группа после более мягкого Out of Time хотела сделать жесткий рок-альбом, а получилось наоборот. Melody Maker написал, что он движется еще более мучительно медленно. Тематика, потеря и скорбь. Бак объясняет это чувство, когда тебе стукнуло 30. И, кстати, струнные аранжировки сделал бывший басист Led Zeppelin Джон Пол Джонс. А многие критики и сами Бак с Милсом считают этот альбом лучшим в карьере. Он добрался до первого места в Британии и второго в США. Американские хиты Drive, Man on the Moon, Everybody Hurts, мировые продажи больше 15 миллионов копий и никакого тура.
Из-за этого, а также из-за внешнего вида Стайпа, поползли слухи, что певец умирает или у него ВИЧ. Группа яростно все отрицала, но вы же знаете этих сплетников. Вот так, дорогие мои. Продолжение следует. После двух медленных альбомов подряд в 94 году ребята выдают новый альбом «Монстр». Как сказал Бак, это рок-н-ролльная пластинка, но слово «рок» в кавычках. И правда, гитары с перегрузом, минимум наложений, налет глэм-рока 70-х. И что вы думаете? «Монстр», как и «Out of Time», взбирается на первые места и в США, и в Британии. Продано около 9 миллионов копий по всему миру. А синглы с альбома стали последними американскими хитами группы в топ-40. Зато в Британии все синглы попали в топ-30. В январе 95-го группа отправляется в первый за 6 лет тур. Коммерчески огромный успех, но по здоровью сплошной кошмар, друзья мои. 1 марта Билл Берри падает прямо на сцене в Лозанне. Оказывается, аневризма мозга. Ему тут же делают операцию, через месяц он уже в полном порядке. Но это только начало. В июле Милзу вырезают спайку в кишечнике, а через месяц у Стайпа экстренная операция по поводу грыжи. Вот так тур. Однако наши герои не теряют времени даром, прямо в дороге записывают материал для нового альбома, возят с собой 8-дорожечные рекордеры, записывают концерты и используют эти записи как основу. В 96-м они переподписывают контракт с Warner Bros. Якобы за 80 миллионов долларов. Сами участники говорят, это цифры из газет, мы таких не называли. Но молва гласит, что это был самый дорогой контракт в истории звукозаписи на тот момент. Выходит очередной альбом. В США 2 место, в Британии 1. Но продажи 5 миллионов копий – это уже спад по сравнению с предыдущими 5 годами. Критики, впрочем, принимают тепло. Журнал Consequence of Sound ставит его на 3 место среди всех 15 студийных альбомов группы. Discover Music пишет: может быть, менее непосредственный и доступный этот альбом – это размашистая история в духе белого альбома длиной 65 минут. Но если слушатель уделит ему время, он обнаружит богатый, убедительный и потрясающий материал. Альбом давно заслужил репутацию самой недооцененной пластинки. Кристофер Джон Фарли из Time считает, что снижение продаж связано с общим упадком коммерческой мощи альтернативного рока. В том же году группа расстается с менеджером Джефферсоном Холтом, якобы из обвинений в сексуальных домогательствах со стороны сотрудницы офиса в Афинах. Место менеджера занимает адвокат группы Бертис Даун. Ну что, дорогие мои, садитесь поудобнее, история становится драматичной. Апрель 97 года. Группа собирается на гавайском курорте Бака-на-Кауи, чтобы записать демо для следующего альбома. Хотят полностью изменить звук, эксперименты с драм-лупами и перкуссией. И тут, когда сессии должны были вот-вот начаться, Билл Берри после месяцев раздумий и разговоров с Даунсом и Милзом объявляет остальным: «Ребята, я ухожу». Стайп, Байк и Милз решают продолжать как трио. 3 недели спустя Берри официально объявляет об уходе. Стайп признает, группа без одного из главных создателей будет другой. И выдает фразу, которая потом разлетится по всем газетам. Для меня, Майка и Питера, мы все еще R&M. Я думаю, трехногая собака все равно собака.
просто ей придется научиться бегать по-другому. Оставшиеся члены возобновляют работу над альбомом в феврале 98 года. Приглашают барабанщика Screaming Trees Баррета Мартина и Джо Воронкера, который играл с Беком. Процесс записи нервный, группа снова на грани распада. Бертис Даун собирает экстренное совещание, на котором участники решают все проблемы и договариваются продолжать. Сингл Day Sleeper, альбом Up попадают в десятку США и Британии, но успех, мягко говоря, относительный. В Америке к середине 99-го продано меньше миллиона копий. Во всем мире чуть больше 2 миллионов. Продажи в США падают, зато коммерческая база смещается в Британию. Там на душу населения пластинок группы продается больше, чем где-либо, и синглы регулярно входят в топ-20. Вот так, друзья мои, трехногая собака учится бегать заново. Hong Kong is present, Taipei awakes all talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint, brave my night is colored, headache crazy sleeper. 12-й альбом группы. Записывали его в основном в Канаде и Ирландии с мая по октябрь 2000-го. По темпу напоминает предыдущий Up, то есть не сказать, чтобы очень бодро. Продажи по миру больше 4 миллионов, но в США примерно столько же, сколько у Up. А вот сингл Imitation of Life, к примеру, добрался до 6-го места в Британии. Ну что ж, о вкусах, как говорится, не спорят. А в 2003 году Warner выпускают сборник и одноименный DVD. Там 2 новые песни. И тут, представляете, сюрприз. На концерте в роли в Северной Каролине неожиданно появляется Билл Берри. Поет бэк-вокал, а потом садится за барабаны. Первое его выступление с группой после ухода. Трогательный момент, я вам скажу. Альбом Around the Sun выходит в 2004 году. Еще во втором, во время работы, Стайп говорил: звучит так, будто мы отталкиваемся от последних пластинок и уходим на неизведанную территорию. Но потом, после выхода, Милс признал: честно говоря, он получился медленнее, чем мы планировали по общему темпу песен. Критики приняли смешанно. В Billboard добрались только до 13-го места. А вот в Британии первый сингл в топ-5. Для записи и тура наняли нового постоянного барабанщика Билла Рифлина. Парень раньше играл в индастриал-группах вроде Ministry и Pigface и оставался с группой до самого конца ее активной деятельности. И вот барабанщик новый, а дух все тот же. В 2006 году все 4 оригинальных участников выступают на церемонии включения в зал славы музыки Джорджии. И пока репетируют, записывают кавер на Джона Леннона Number 9 Dream для альбома в пользу Amnesty International. И вот что важно, на этой записи Билл Берри впервые после своего ухода почти 10 лет назад сыграл в студии с группой. Трогательно, да? А в октябре их номинируют на включение в зал славы рок-н-ролла. Их принимают и в марте 2007-го в нью-йоркском отеле Waldorf Astoria церемония. И что вы думаете? Они играют 3 песни с Биллом Берри. Вот это я понимаю воссоединение. Ну а работа над 14-м альбомом начинается тут же. Записываются в Ванкувере и Дублине. А в Дублинском театре Олимпии играют 5 ночей подряд, называют это рабочей репетицией. И в октябре выходит первый живой альбом. С концерта в Дублине, конечно же. А потом еще один с тех самых рабочих репетиций. В начале 2008-го Accelerate.
В Billboard сразу второе место. В Британии 8-й альбом группы, возглавивший чарты. Дэвид Фрики из Rolling Stones пишет, что это улучшение по сравнению с предыдущими постберриевскими альбомами и называют его одной из лучших пластинок группы. Затем они записывают уже 15-й альбом. Звук более просторный, в отличие от нарочито быстрого и короткого Accelerate. Альбом дебютирует на 5-м месте в Billboard. И этим альбомом они выполняют контрактные обязательства перед Warner Bros. И начинают записывать материал без контракта, возможно, чтобы выпустить самим. И тут 21 сентября 2011 года на сайте группы появляется объявление: мы уходим со сцены. Стайп говорит: надеюсь, фанаты понимают, что это было непростое решение. Всему приходит конец, и мы хотели сделать это правильно, по-своему. Их давний сотрудник Итан Каплан предполагает, что на решение повлияли перетряски на лейбле, но на самом деле группа обсуждала распад несколько лет. Милс говорит: нам нужно было доказать не только фанатам и критикам, но и себе, что мы еще способны делать великие пластинки. Им просто надоела бизнес-сторона всего этого дела. Последним аккордом стал сборник, вышедший в ноябре 11-го. Там впервые собраны песни из IRS и с Warner Bros. Плюс 3 последние студийные записи. Ну а чуть позже Милс и Стайп дали еще несколько интервью в Британии и наотрез отмели любую возможность воссоединения. Ну что ж, дорогие мои радиослушатели, казалось бы, история закончилась, но нет. Жизнь продолжается, и даже после того, как группа сказала «до свидания», остаются архивы, переиздания и редкие всплески. И вдруг 2023 год. R.E.M. номинируют на включение в зал славы авторов песен. И в июне 24-го их туда принимают. И вот чтобы отметить это событие, в Нью-Йорке все 4 основателей собираются вместе на публике и исполняют акустическую версию Losing My Religion, представляете? А в феврале 25-го еще одно выступление в Афинах, в Джорджии. И, наконец, они вчетвером дают первое за 27 лет интервью. Их спрашивают, что нужно, чтобы вы воссоединились окончательно. Милс отвечает: комета. Берри добавляет: суперклей, а Бак говорит: это никогда не будет так же хорошо. И точка. Ну что ж, дорогие мои, раз уж мы с вами прошли весь путь группы, давайте теперь поговорим о том, какое место они оставили в истории. Потому что это, знаете, не просто группа. AllMusic прямо заявляет: R.E.M. это та точка, где постпанк перешел в альтернативный рок. И действительно, в начале 80-х их звучание стояло особняком. Музыкальный журналист Саймон Рейнольдс объясняет: постпанк конца 70-х, начала 80-х снял с меню целые пласты музыки, особенно 60-х. А тут вдруг певучие гитарные переборы, фолковые вокалы, задумчивые и абстрактные видения Америки. И он называет их одной из самых важных альтернативных групп того времени. С выходом альбома «Мурмур» группа оказала наибольшее влияние, и музыкальное, и коммерческое, на зарождающийся альтернативный жанр, оставив после себя целую волну подражателей. Журнал Spin ввел понятие «модель R.E.M». Карьерные решения, которые группа приняла и которые стали ориентиром для других андеграундных артистов. Как пишет Чарльз Аарон, к 1985 году они показали, как далеко может зайти в индустрии панк-вдохновленная андеграундная группа, не продавая при этом очевидным образом свою художественную честность. Они поняли, как войти в систему, не становясь продажными. Иными словами, они осуществили американскую богемную мечту. Стив Уин из Dream Syndicate говорит: они изобрели совершенно новую игру для всех остальных групп, будь то Sonic Youth, Replacements, Nirvana или Butthole Surfers. R.E.M. застолбили участок.
Музыкально группы делали разные вещи, но R.E.M. впервые показали, можно быть большими и оставаться крутыми. Том Йорк из Radiohead признался, что они бессовестно грабили R.E.M. годами и назвал Стайпа своим любимым автором текстов. И даже Микки Доунс, бывший участник Monkeys, в ноябре 23 года выпустил мини-альбом каверов на песни R.E.M. Представляете? Вот так, друзья мои. Группа, которая боялась стать безвкусной и жадной до денег, изменила лицо рок-музыки. И сегодня, когда вы слышите перебор гитары или задумчивый вокал в какой-нибудь новой альтернативной группе, знайте, тень R.E.M. где-то рядом. Счастливо вам, оставайтесь на волне и да хранит вас рок-н-ролл.